Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем наш вебинар, который посвящен здоровью. Быть здоровым легко, поможет нам Андрей Дуйко. Я с удовольствием отвечу на вопросы, которые вы задаете в прямом эфире. К сожалению, сегодняшний эфир у нас без вебинарной комнаты, потому что есть какие-то нюансы и проблемы, которые связаны с вебинарными комнатами и ограничениями Гугла и Фейсбука и так далее. Сейчас началась осень, а осень — это время появления аллергии. Дело в том, что аллергия, которая появляется осенью, она, как правило, отмечается самыми, наверное, мощными симптомами и так далее. Плюс еще общая истерия по поводу пандемии. Ну и мне хотелось бы несколько слов сказать об этом. Чем отличается все-таки аллергия и симптомы аллергические от симптомов, которые связаны с вирусами? Можно ли это отличать? Вы должны знать, что заложенность носа, повышенное слюнотечение, ощущение отхаркивания и даже покашливания, сухого кашля — это обычно симптомы аллергии. Что же вызывает осенью аллергию? Это может быть последние виды цветения растений, амброзия, лебеда, в каком-то месте тополиный пух, даже вторичное его цветение. Плюс плесень, сейчас влажность повышается, спорование грибов, спорование плесени, появление этого всего в воздухе заставляет человека, или человек начинает на это реагировать. Обычно это происходит в виде вазомоторного ринита, общего синдрома заложенности носа. Появляется первое ощущение сухости в носоглотке, после чего увеличивается количество реакции и начинается зуд в слуховом проходе, в ушах. Могут отделяться и появляться белые чешуйки, которые в слуховом проходе находятся. И появляется общий симптом слабости, даже небольшое побаливание в носоглотке и в горле, увеличение лимфоузлов подъязычных. Это все является симптомами аллергии. Конечно же, в случае, если ничего не помогает, я, конечно же, хотел бы порекомендовать все-таки обратиться к врачу. В случае, если такой возможности нет, можно попробовать использовать то руководство, которое я сейчас дам, народные способы и так далее. Самый простой народный способ заключается в том, чтобы взять кусочек ватки и, смочив предварительно в водку и отжав, поставить в левую ноздрю и в правую ноздрю и носить на протяжении дня. Перед самым сном можно снимать. Но он такой не очень удобный, хотя я могу сказать, по своей эффективности превосходит все остальные. Конечно же, если вы придете к врачу, врач вам назначит капли для носа глюкокортикостероидные, какие-либо, там может быть дексаметазоновые или еще какие-либо, их там очень большой ряд. В случае, если вы захотите лечить это фармакологически, вам назначат препараты, допустим, Тавигил или второго поколения цитрин и так далее. От себя хочу сказать, что с успехом можно использовать питье обычной соды. В это время, когда вы начинаете болеть аллергией, очень поможет питье соды по утрам. То есть питье соды выглядит таким образом: утром, после завтрака или до завтрака необходимо взять пол чайной ложки соды, развести холодной водой или теплой водой и медленно, не торопясь, выпить. Через 30-40 минут необходимо приступить к употреблению пищи. И делать это при аллергии необходимо 2-3 раза в день. После ощущения, что симптомы аллергии исчезли, необходимо отменить прием соды, больше ее пить незачем. Также в случае, если есть народный способ употребления магнезии, берется магнезия, соль магнезии и принимается по четверть чайной ложки без разведенной в воде, рассасывается во рту, делается это как можно чаще на протяжении дня. Это тоже убирает отечность носа, убирает аллергическую вот такую ярко выраженную реакцию и так далее. В случае, если у вас
на фоне аллергии появляются бляшки в ухе и появляется отслоение, которое сопровождается зудом. Можно использовать небольшие турундочки, смоченные перекисью водорода, на 1-5 минут, делая это на протяжении дня 2 раза. Все совершенно безопасно. И первое, второе, третье это экологично, в общем-то никак не мешает нашему здоровью и никак не вредит. В случае, если вы все-таки продолжаете отекать, у вас появляется отек винки, вам следует обратиться к лечащему врачу за его рекомендациями. При заболеваниях аллергии вы должны знать, что аллергия даже при удалении симптомов может исчезнуть не сразу, потому что это аутоиммунные циклы развития, гуморальные циклы воздействия. То есть это может происходить, допустим, сегодня приняли препараты, помочь вам сможет дня через 2. В случае, если это ангина, допустим, то ангина сопровождается активным болезненным состоянием в носоглотке, активным болезненным состоянием в горле и активным болезненным кашлем с высоким и большим выделением мокроты. Итак, Сергей Василенко, подскажите, пожалуйста, как убрать из глаз, когда видишь черные ниточки и точки? Черные ниточки и точечки являются симптомами макулодистрофии, которая формирует заболевание, которое называется глаукома. Данное заболевание обычно обусловлено высоким давлением в сосудах глазного яблока или самой сетчатки. Это является гипертензией. Я уже говорил об этом, хочу еще раз повторить. В целом лечение вот таких точек сродни лечению самой глаукомы. Но прежде всего, конечно же, я бы хотел посоветовать вам все же обратиться к врачу-офтальмологу для постановки точного диагноза и для устранения гипотетического заболевания. В случае, если это у вас развивающееся какое-то сложное заболевание, то есть смысл обратить на это внимание, так как такие вот внешние, даже не очень раздражающие симптомы могут быть признаками уже серьезной проблемы, на которую все же следовало бы обратить внимание. Ну и еще раз хотелось бы вам сказать. Дело в том, что снизить глазное давление, снизить артериальное давление, понизить внутричерепное давление поможет нам знание физиологии или физиологических процессов. У нас существует нервный узел, который находится за сонными артериями. Находится он у нас вот в этом месте. И обычно любое воздействие на данный сонный узел, на данный нервный узел снижает давление человека. В случае, если у вас глухота, высокое внутричерепное давление, высокое давление в глазном, в яблоке или в макуле, вам поможет снизить это давление, как в общем-то и общую гипертензию сердечную, поможет снизить просто обычное похлопывание вот в эту область. С одной стороны, с другой стороны. Также любое воздействие на эту область, это вибрационное воздействие, которое происходит за счет вот такого похлопывания или прикладывания холодного или теплого чего-либо, компресса, допустим, местно, или натирание там какой-либо мазью, охлаждающей или разогревающей, тоже формирует воздействие на нервную ткань, что по идее снижает давление. Поэтому, когда у вас будет повышаться давление, вам необходимо смазать лоб, допустим, вьетнамской звездочкой, и вот это место за ушами вдоль целой шеи. Так вы на длительный период снизите артериальное давление, улучшите состояние сетчатки, и в общем-то вам будет лучше. По поводу аллергии, я рекомендую использовать мои препараты Аллергонорм по 2 таблетки 3 раза в день, препарат Галит по 1 таблетке 2 раза в день и препарат можно Каолин по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день.
Также можно закапывать каплями, которые называются глаукаминовые, себе глаза. Как помочь сыну? Не отвечаю. Здравствуйте, Андрей Андреевич, извините, как можно связаться с вами? Заранее благодарна. К сожалению, никак. В данный момент я не принимаю людей совершенно. Извините. Добрый день, спасибо вам большое за труды и исполнение желаний. Спасибо. Марина Денисова. С праздником, спасибо. Вчера давление подскочило 184/11/61. Никогда не страдала. Сегодня 154/99/55. Как восстановиться? Не хочу страдать этим недугом. Мне 58 лет. Вот как устранять, я рассказал сейчас, какие препараты я могу порекомендовать. Препараты моей компании — это препарат Пастовит. Народное средство — это настой пиона, настой пустырника. Могут помочь снижать давление. Из фармпрепаратов великолепный препарат — это триплексам, это препарат из 3 компонентов. Это бета-блокаторы, это там, по-моему, находятся вазодилататоры, то есть правильный подбор такого препарата, наверное, должен лечь на плечи вашего все-таки врача. Из препаратов моей компании это препарат Тонизон по 2 таблетки 3 раза в день. Что необходимо делать, если у человека очень поднимается давление? Самый простой способ для снижения давления — это использование такого китайского метода, которым в большинстве своем пользуются люди. Что необходимо сделать? Необходимо лечь прямо на спину, на мягкий пол. Можно это делать на кровати. На уровень икр положить свернутое полотенце мягкое или свернутый рулон из чего угодно, лишь бы он был мягкий, не твердый. После чего поднять прямые ноги над этим рулоном на небольшую высоту и отпустить их под силой собственной тяжести, так чтобы они мягко упали на такой рулон. Будет происходить небольшой, но мягкий такой вибрационный удар, который будет происходить в сторону икр. 10-15 вот таких мягких ударов по икрам сможет снизить давление на 1,5-2 часа. То есть вы заметно это ощутите. Второй вариант такой есть. Необходимо сделать 10 глубоких вдохов и выдохов в живот, после чего встать и стоя очень медленно выпить полстакана больше горячей, чем теплой воды. Это тоже на 1,5-2 часа снижает артериальное давление. Если у человека никогда не поднималось артериальное давление, и сейчас, во время осени, оно начало подниматься, это может быть следствием как раз аллергических заболеваний или заболеваний аллергии, что сейчас очень ярко проявляется. То есть аллергия создает отек, отек создает уменьшение наполненности сосудов, что в дальнейшем увеличивает объем сердца, фактически приводит к появлению гипертензии. Таким образом, самый простой способ — это можно попринимать мочегонные препараты: калина, боярышник, рябина. Это все может в комплексе помочь, иметь шиповник. Это все в комплексе имеет мочегонное действие. Очень рекомендую. Если у вас аллергия, необходимо увеличивать количество употребления поваренной соли. В случае, если у вас гипертензия, вам необходимо уменьшать количество употребления поваренной соли. И тут такой вопрос: Андрей Андреевич, но если у меня и аллергия, и гипертензия, первое, необходимо устранить аллергию, то есть необходимо увеличить количество поваренной соли и принимать препараты от гипертензии. И в дальнейшем, когда аллергия исчезнет, необходимо начать принимать препараты от заболевания гипертонии.
Андрей Андреевич спрашивает, Людмила Дмитриева, рада вас видеть, помогите, пожалуйста. На правой брови, где волосяная часть, шелушится кожа и постоянно белыми хлопьями. Что можно пропить? Это, скорее всего, аллергическая реакция. Очень часто именно так бывает. Также это может быть демодексом. Для того, чтобы устранить демодекс, я рекомендую использовать мою мазь, которая называется изотоновая. Или второй вариант, мазь, которая называется ГИА. Использование мази ГИА и мази изотоновой могут эффективно и очень быстро устранить демодекс или даже аллергию, которая находится у вас в волосяной части надбровной дуги. Рада снова вас видеть, пишет Зура Дудаева. Спасибо, Зура. Или Зура. Сейчас очень много пишете, я не успеваю. Подсолнух ТВ. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, у меня диабет первый тип, я сейчас беременна, очень хочу выносить и родить здорового малыша. Подскажите, можно ли мне использовать все ваши рекомендации для диабетика? Да, можно, это совершенно безопасно. Обязательно вам ни в коем случае нельзя принимать препараты, которые используются каким-либо образом для вен и сосудов. Старайтесь ограничивать прием вот таких препаратов, но и увеличить количество фолиевой кислоты, это обязательно. Ну, естественно, консультации с врачом, женской консультации. Выносите, все будет хорошо. Главное, не болейте. Мойте руки. Сейчас, как вы заметили, уже начался второй этап коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция имеет и второй этап, то есть в случае, если человек, допустим, болеет больше года назад, то есть варианты, что он может заболеть еще раз. У некоторых людей может быть иммунитет, который вырабатывается к данному заболеванию постоянный, а у некоторых людей временный. Чем сильнее или чем тяжелее болеет человек, тем времени иммунитет он вырабатывает. В случае, если человек болеет мягко, в несложной форме, тем на дольше его иммунитета хватает. Сторонник ли я прививок коронавируса? В случае, если вы уже переболели коронавирусом, и это у вас имело несложную форму, то делать обязательную прививку, я считаю, нет смысла. Потому что в следующий раз вы будете болеть также в несложной форме, и это у вас будет несложную форму иметь. По статистике ВОЗ сказано, что 85% людей, которые болеют этой инфекцией, переносят данную инфекцию мягкой и такой форме без осложнений. Только 15 имеют тяжелую форму. Если вы переболели и имели тяжелую форму, то вам все равно придется привиться. Если вы переболели до этого, но переболели мягко, то прививаться обязательно не стоит. Ну, вообще могу сказать, что форма ковида и болезнь была очень сложной. На сегодняшний день есть данные, они противоречивые почему-то. Хотя я всегда думал, что данные, которые публикуются иностранными публикациями, в отличие от наших средств масс-медиа, которые на сегодняшний день почему-то стали больше похожи на сплетни, чем на достоверную информацию. С чем это связано, конечно, мне понятно, но как бы говорить об этом я не буду. И я раньше думал, что информация, которую читаешь, допустим, там в London Tribune или в Zeitung каком-нибудь, то я думал, что данная информация может быть достоверной, но она, к сожалению, недостоверна. То есть в одних информационных изданиях говорится о том, что по всему миру 1,5–2 миллиона погибших от коронавируса. Ну и буквально вчера я читал статью, и там сказано о том, что на самом деле как бы есть гипотетические данные, которые там как бы гипотетически могут рассматривать, как бы математически, то на сегодняшний день от коронавируса умерло более 6 миллионов человек.
Если 6 миллионов человек, то это немало. Поэтому берегите себя, мойте руки, при недомогании находитесь дома 14 дней, работа не убежит, в общем, старайтесь, находитесь. Там есть информация, что при коронавирусе не нужно принимать антибиотики. Я не разделяю этой позиции. Я считаю, что с первого дня, когда человек начинает болеть ковидом, он должен начинать принимать антибиотик. Я считаю, что из всех антибиотиков лучше всего помогает аугментин. И я наблюдал за людьми, которые которые болеют данным заболеванием и принимают на фоне заболевания антибиотика аугментин и не принимают. У тех, которые принимают, заболевание проходит бессимптомно или с минимально выраженной симптоматикой. У тех, которые не принимают, вернее, аугментин или антибиотики, заболевание имеет более длительную форму, проходит более тяжело. Поэтому, знаете, это исключительно моя точка зрения, исключительно мое видение. Как хотите, можете прислушиваться или нет, это меня не касается. Доказывать я ничего не хочу. Есть подозрение онкологии кожи. Что можно делать? Нужно ли делать операцию по удалению пятна? В случае, если биопсия и гистологические исследования в ходе исследования биопсии, материала биопсии показали наличие злокачественных новообразований, то есть это какой-либо вид карциномы, там, меланома, базалиома и так далее, то ждать не нужно. То есть если есть злокачественные клетки, то делать операцию — это самый простой вариант развития данного заболевания. То есть это обычно локализируется локально, то есть в каком-то месте, на носу, на щеке, еще где-либо. И удалить это очень несложно. В случае, если это не удалять, то оно само по себе не пройдет никак. То есть в случае, если удалить, то в дальнейшем можно не проводить химиотерапию. В случае, если не удалять, то в дальнейшем может происходить процесс увеличения, перехода онкологического заболевания первой степени в онкологическое заболевание второй степени, к третьей степени, после чего там некрозы появляются, это может привести к метастазированию, и в дальнейшем вот такое несложное и с виду совершенно безопасное небольшая ранка превращается в смертельное заболевание, и что потом с этим делать уже никто не знает. Именно поэтому я бы хотел вам все-таки посоветовать пойти на рекомендации врача, который вам обязательно что-то сейчас советует, онколога. А то, что вы обратили внимание, это очень хорошо. Ничего не стоит бояться. Я знаю тысячи случаев, когда человек, который провел быстро вот такую операцию, в дальнейшем не болел, дожил до преклонного возраста, не знаю, сейчас жив или нет. Скажите, что принимать из препаратов, если ТТГ завышено в 10 раз от нормы? Прежде всего, эндокринолог, скорее всего, вам назначил гормональный препарат элтероксин. Из своих препаратов я рекомендую принимать терутазин и лопчатка по 2 таблетки 3 раза в день, а также препарат Инстамакс и препарат Эмбрио Плюс. И первый и второй по 1 таблетке 3 раза в день. Анна Филипенко. Добрый день, учитель. У дочери сублимационные узлы в матке. Она очень любит деток. Сколько ее лечат, а результатов 0. Будем рады совету. Очень в свое время у меня есть мазь такая, ее можно приобрести, она называется Эндометрикс. Вот как необходимо проводить курс лечения. На фоне приема препарата Матрикс Норм и Прокмарти по 2 таблетки 3 раза в день ставить шарик, созданный из мази Эндометрикс, вагинально перед сном. Утром же спринцеваться 1 стакан теплой воды и по 2 капли ароматических масел, нероли аниса, жасмина и чайного дерева. В случае, если нет какого-нибудь из вот этих ароматических масел, можно заменить 8 каплями одного из них, допустим, нероли, и использовать это для спринцевания в утреннее время. Итак, на ночь мазь Эндометрикс, утром спринцевание на 1 стакан теплой воды или
на 1 стакан теплой воды ароматических масел нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. При этом прием препарата Матрикс, можно еще Миомакс и Прокмарти по 2 таблетки 3 раза в день. Еще здесь очень важно определить, болезненная ли у нее овуляция. В случае, если она болезненная и достаточно такое активное кровотечение, то необходимо попринимать препарат Таргапин, 1 таблетка 1 раз в день, и Мензонорм по 1 таблетке 3 раза в день. Можно еще и женское здоровье. В случае, если очень активное волосение у нее кожных покровов, то это говорит о высоком тестостероне, и хорошо было бы попринимать тест-стоп. Все это в комплексе поможет ей в дальнейшем рожать детей. Наталья Керн, очень рада вас слышать. Посоветуйте. Здесь сразу же можно сказать, что Андрей Андреевич, как же вы можете говорить о том, что человеку вы назначаете там вот эти препараты и так далее. А как же врач? Ну давайте еще раз правильно или еще раз акцентированно обратим внимание на то письмо, которое написала Анна Филипенко. Ведь она же написала: у дочери сублимационные узлы в матке, она любит детей, но ее лечат давно, я так понимаю, а результатов 0. То есть в случае, если результатов 0, то обращаются ко мне. И я потом назначаю курс лечения. И, как правило, именно это и помогает. Почему-то. Ну, это, конечно, камень не в мой огород. Наталья Керн, очень рада вас слышать. Посоветуйте, пожалуйста, что пропить с ТФ, чтобы немножко взбодриться. Нет сил, постоянно хочется спать. Усталость, сонливость. Есть такое... Вообще, в случае, если человек начинает чувствовать усталость и сонливость, он должен знать, что к этому его приводит несколько элементов. Это может быть развитием нескольких заболеваний. Первое – психических, второе – эндокринологических, третье – заболеваний кровеносной системы. Из заболеваний кровеносной системы у человека часто появляется гипертоническое заболевание. И это происходит так. Допустим, молодая женщина, которая всю жизнь страдала анемией, со временем чуть-чуть набирает избыточный вес, и у нее начинает появляться гипертоническое заболевание сердца. Она его воспринимает просто как усталость и пытается поднимать или взбодрить себя путем принятия напитка из кофе. Это помогает на какое-то время, вновь появляется усталость. Как определить, есть ли у вас гипертоническое заболевание или нет? Самый простой способ — это измерение. Нормой артериального давления являются показатели диастолического давления 120 и систолического давления 80. 120 на 80 или 130 максимально там, на 90. Но на самом деле 120 на 80 и параметры выше 120 я считаю уже где-то не драматическими, но критическими. Есть особый такой вид врачей, которые считают, что давление может быть стабильным для человека, и даже есть такое понятие как бы между врачей, которое называется ваше давление. И есть такие люди, которым гипотетически снизить давление ниже там 135 или 140 там, на 80 на 90 невозможно, и говорят: это, видимо, ваше рабочее давление. Так вот, я хочу сказать, что это не рабочее давление. Это давление, которое просто невозможно снизить с помощью использования препаратов. И, как правило, вот такое давление, оно сопровождается ожирением или развитием сахарного диабета 2 типа. Ну и, конечно же, возможно, атеросклерозом или, возможно, заболеваниями там, нейропатии сосудов ног на фоне, допустим, сахарного диабета 2 типа. Как правило, это так и происходит. Заболеваниями почек. Ну и в случае, если нет таких, если есть общая такая слабость, подойдите к зеркалу и посмотрите на свое лицо. В случае, если у вас щеки горят, вот в этих местах красные, если у вас щеки горят и они красные, то пора измерить давление. Ну и в случае, если оно высокое, обратите на это внимание. Ну и переходим к сахарному диабету 2 типа. При гликогировании гемоглобина появляющийся гемоглобин, в нем происходит гликолиз глюкозы.
И сам гемоглобин при этом увеличивается, и фактически у человека происходит асфиксия, то есть он перестает нормально дышать. Его гемоглобин или его эритроциты, они должны превращаться в гемоглобин для того, чтобы быть элементом кровоснабжения, элементом перевозки кислорода по всем тканям организма. Но такой гемоглобин становится гликогированным, то есть к нему добавляется глюкоза. Это происходит в случае, если у человека развивается сахарный диабет второго типа, и у человека происходит некое вот такое кислородное голодание, гипоксия, то есть он начинает задыхаться, сам этого не подозревая. Как это проверить? В случае, если вы гуляете, обратите внимание на то, как вы дышите. В случае, если вы проходите небольшое количество или небольшой отрезок, в случае, если у вас небольшая физическая активность, а дышите вы глубоко и вам не хватает кислорода, то это говорит о том, что вы испытываете гипоксию, и это скорее всего связано с тем, что у вас сахарный диабет второго типа. Как определить, есть ли у вас сахарный диабет второго типа? Положите руки на живот. В случае, если при сжатии рук вы можете четко почувствовать складку, которая находится у вас в руках, это говорит о том, что есть жировое отложение. Можете не сомневаться, что в этом жировом отложении есть инсулин в большом количестве, и это говорит о том, что вы находитесь в состоянии, при котором вы болеете сахарным диабетом второго типа. Минимально необходимо убрать максимально всю глюкозу. Второе, фактически уменьшить количество употребления углеводов, особенно таких, которые имеют в себе еще и крахмалы, допустим, картофель, хлеб белый, макаронные изделия. Это для вас должно быть табу, то есть вы не должны этого употреблять. Бананы нельзя употреблять. Следующее, перейти на супы, допустим, там менестрель какой-нибудь, минестроне, там овощной суп. Перейти на более белковую пищу, допустим, там куриное мясо. Не кушать ни в коем случае никаких колбасных изделий, это вообще считаю не для одного человека. И хорошо вообще, если вы болеете, первое, что необходимо убрать из рациона питания, это любые колбасные изделия полностью, навсегда. Ну и начать есть свежие овощи. В случае, если вы не можете избавиться или не можете справиться с жизнью без картофеля, можно его есть в вареном виде, то есть это отварные овощи. Это отварная говядина, отварное куриное мясо. Бульон при этом не использовать, его нельзя принимать вовнутрь. Ну и максимальное устранение из рациона питания всего сладкого. То есть конфеты, соки, сладкие фрукты ни в коем случае нельзя. Кстати, несколько слов еще и об опасных для аллергиков фруктах. Вы знаете, что есть два фрукта, которые могут спровоцировать зуд в ушах, аллергический ринит, может спровоцировать появление аллергии. Это хурма и это виноград. Именно поэтому осенью я являюсь противником употребления винограда и хурмы. Их можно принимать с конца ноября. Вот ноябрь начнется, вот тогда начинайте кушать виноград, можете кушать хурму и так далее. Также в случае, если вы имеете нормальный вес и кушаете фрукты, или кушаете фрукты, и это для вас безопасно, всегда помните, что в случае, если вы съели 10 граммов фруктов, вам необходимо съесть соответственное количество каких-либо фруктов, которые будут иметь кислый вкус, такое же количество. Допустим, там кизил, да, он кислый. То есть, если вы съели там 10 граммов персика, вам необходимо съесть 10 граммов калины или 10 граммов ягоды какой-либо, которая имеет ярко выраженный кислый вкус. Вообще по поводу кислого хотелось бы сказать отдельно. Вот сейчас есть райские яблочки, они кислые, есть клюква, она кислая. Это очень полезные ягоды, они стимулируют иммунитет, улучшают общий вид человека и помогают избавиться от ожирения. Очень рекомендую, очень советую их принимать. Далее по поводу сахарного диабета первого типа. Очень рекомендую посмотреть мое видео, которое называется «Инсулинорезистентность». Там я рассказываю о заболеваниях, которые появляются в ходе
появления сахарного диабета первого типа. Я рассказываю, как изменить свое питание при сахарном диабете, извиняюсь, не первого, а второго типа, как избавиться от ожирения, я оговорился, извините, как избавиться от ожирения и помочь себе без комплексной или активной терапии, фармпрепаратами, перейти, похудеть, не занимаясь физическими упражнениями и так далее. Также там я рассказываю о том, что же происходит с человеком в случае, если у него развивается сахарный диабет второго типа. Мои препараты, которые рекомендую при сахарном диабете второго типа, это глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день, гликоцитрохромин по 1 чайной ложке 2 раза в день с водой. Далее, для того, чтобы убрать нейропатию конечностей, я рекомендую использовать препарат альфа-липоевая кислота моей компании, но принимать его рекомендую натощак. Утром, как только вы проснетесь, я рекомендую принимать 1 грамм данного препарата. 1 грамм данного препарата находится в 4 таблетках альфа-липоевой кислоты. То есть принимайте 4 таблетки натощак и 4 таблетки за 1 час перед началом приема пищи в вечернее время, когда вы чувствуете голод. Также людям, у которых есть сахарный диабет, я рекомендую перейти на питание, между которыми первый прием пищи и второй прием пищи, между ними должно быть расстояние временное не менее 8-10 часов. Таким образом, начав лечить и диабет, начав лечить и гипертоническое заболевание, и сосуды на ногах, будет исчезать усталость. Ну и психическое положение синдрома хронической усталости — это беспокойство. Это беспокойство, состояние тревожности, которое может сформироваться на фоне чтения информации перед сном, использования программ TikTok, недосыпания в ночное время и так далее. Это все условно может вызывать вот такой синдром хронической усталости. Что необходимо делать? Очень хороший совет — это 1 час днем спать. То есть 1-2 часа ложиться в любое время и спать. И убирать перед сном от себя телефон как можно дальше. Ставить телефон на более такую мягкую подсветку, темную, для того, чтобы не нарушались эти циркадные ритмы, которые есть у человека. Потому что нарушение циркадных ритмов приводит к разрушению нормального ритма сна и бодрствования, что может приводить к ощущению вот такого желания заснуть на протяжении дня, общей усталости. Также синдром хронической усталости может являться еще элементом сердечной недостаточности, анемии, авитаминозом, может являться следствием заболеваний гипертонии, заболеваний почечной недостаточности, печеночной недостаточности, синдромами иммунодефицита, но не при заболевании ни ВИЧ, ни СПИД. То есть это не вызванная ретровирусом или ретровирусная инфекция, а вызванная как раз просто поражением печени, высоким холестерином или еще чем-либо. Ну и для этого можно просто попробовать попринимать иммунные препараты или улучшающие общий иммунитет общего действия. Ну, на первое место препарат моей компании Instamax. Второй препарат, который улучшает иммунитет, это препарат Embryo Plus. Третий препарат — это препарат можно Демилон. Для печени это препарат Тантал, Гепафит, Иммуногрант. Ну и успокоительные препараты. Допустим, самый простой случай, если это синдром тревожности, то это Поставит. Также в моей компании сейчас появился новый препарат, он называется LCC. Это препарат с высоким содержанием лития. Препарат лития с давних времен используется при любых заболеваниях, связанных с состоянием тревожности, биполярным состоянием маниакального депрессивного психоза, при
диагнозе маниакально-депрессивный психоз, я рекомендую использовать препарат в случае, если у вас есть синдром усталости, ночная бессонница, в случае, если общее состояние такое, все время что-то пугает, ощущение, будто кто-то следит, что-то должно произойти, тяжело на душе, применяйте препарат LCC, 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день совместно с препаратом L-тероксин, L-триптофан, правильное название, L-триптофан, тоже моей компании, по 2 таблетки 3 раза в день, и Паставид по 2 таблетки 3 раза в день. Это успокоит и уберет вот такие, возможно, панические состояния или состояние тревожности и так далее. В случае, если это имеет более тяжелую форму, не забывайте обращаться к своему врачу, или в случае, если у вас врача нет, не стесняйтесь обратиться к любому врачу, которого вы найдете в коммерческой или в некоммерческой клинике. Как или к кому необходимо обращаться? Вам необходим психиатр. В случае, если у вас есть ощущения, похожие на преследование, ощущения, будто кто-то за вами следит, кто-то хочет вам навредить, что-то в вашем теле дергается, ползет, видите визуально галлюцинации, не можете спать, и это длится у вас уже несколько месяцев, синдромы, как будто ноги не хотят ходить, теряется аппетит, общее состояние такой усталости. Ни в коем случае при этих состояниях не употребляйте алкоголь ни в каком виде, это все ухудшит состояние. Это говорит обычно о том, что у вас есть в большом количестве серотонин, и о том, что необходимо каким-то образом воздействовать на динамику гормонов вашего мозга. Все в порядке, это отдельно, каждое заболевание необходимо диагностировать, после чего профессионально врач может назначить вам терапию. Это могут быть нейролептики, сейчас не об этом. Алла Петрова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что можно принимать от грыжи в позвоночнике? Я рекомендую использовать мазь и мой препарат. Препарат называется Вертебрализ, а мазь называется вертебрализовая. Вертебрализовая мазь смазывать позвоночник 2-3 раза в день. И вертебрализ принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Желательно совместно с препаратом Легка-Хода. Бандровская Людмила. Когда ложусь и поднимаюсь, очень кружится голова. Что делать? Как полечить? Слушаю шумы. Когда у человека очень кружится голова, это может быть симптомом ущемления, также симптомом снижения глюкозы в крови. Очень взрослые люди очень часто страдают вот такими головокружениями. Также это может быть связано с внутренним ухом. Итак, внутреннее ухо. Как его лечить? Я уже сегодня говорил. Можно ставить тампончики с перекисью водорода в ухо. Далее можно ставить кусочек сливочного масла в левое, в правое ухо. Медицинские препараты, которые могут помочь. Бета-серк. Дальше Вестибо. Принимать по 1 таблетке 2 раза в день. Мои препараты. Гворгин по 2 таблетки 3 раза в день. Гитарекс по 2 таблетки 3 раза в день. Смазывать шейный отдел. Смазывать шейный и воротниковый отдел позвоночника мазью Габана или мазью вертебрализовая. Очень рекомендую плавание в этот период. Еще хорошо массаж. Похлопывание по центру груди может помочь быстро убрать сильное головокружение. Если очень крутится голова, необходимо несколько раз очень активно ударить в центр груди рукой, но не по грудным железам. Татьяна Бондаренко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Какие препараты ТФ пропить маме после инсульта? Здоровые сосуды. Дальше децепин, антипорезин по 2 таблетки 3 раза в день. Также больному в этот период использовать спрей для носа окситоцин 1, 2 или даже 3 раза. Марина. Как можно убрать пробки из ушей? На сегодняшний день разработаны фармацевтические всевозможные спреи, которые могут помочь убрать пробки из ушей. Есть народный способ, он 100% работает.
это перекись водорода. Берется тампон, берется перекись водорода и смачивается тампон в перекисью водорода и вставляется в ухо. Если булькает и шипит, это говорит о том, что пробка разъедается. Когда перестала шипеть, необходимо тампон достать и с принцовкой вымыть пробку. В случае, если с одного, и потом вымокнуть это все мягкой тряпочкой, не выходить на улицу после этого там 20-30 минут. Но в случае, если пробка приводит к тому, что появляются болезненные состояния, самый все-таки гуманный и простой способ — это обратиться к отоларингологу. И врач-лор может помочь это все диагностировать и посмотреть. Дело в том, что ощущение пробки — это не обязательно пробка. Это может быть отит, это может быть целый ряд заболеваний. Даже может быть экзема, там, барабанной перепонки. Очень большое количество есть заболеваний в отоларингологии. И очень рекомендую к отоларингологу обратиться. Еле выговариваю. Сейчас что-то сбилось. Так, дальше. Куляш Куатова, здравствуйте. Андрей, здрасте. Раиса, как вылечить бруксизм? Бруксизм, как известно, это заболевание, когда ребенок или взрослый начинает скрежетать зубами. По моему мнению, как говорят люди, это скорее всего глисты. На самом деле я считаю, что это не так. Я считаю, что это гастродуоденит или эзофагиальный выброс жидкости в пищевод. И это происходит в ночное время. Самый простой способ — это 1 чайная ложка на стакан воды перед сном соды. После этого человек перестает вот так скрежетать зубами. Дело в том, что это снижает у него кислотность желудочно-кишечного тракта, и за счет этого не появляется заброс пищи в пищевод. И таким образом можно полечить. Также хорошо какие-либо бифидобактерии попринимать. Допустим, есть целый ряд бифидобактерий, можно 1 день голодать, в это время принимать бифидобактерии. Из таких препаратов в моей компании я рекомендую здоровый желудок, чай железняк, препарат каолин, препарат золотой желудок или золотой желудочек, гастронорм. И так можно побороть бруксизм. Татьяна Комарова. Мне 65 лет, очень изматывает потливость. И во сне, и днем на улице. Лицо не краснеет, прихожу домой мокрое, как мышь. Помогите, пожалуйста. Это может быть синдромом. Это может быть синдромом гипергидроза. Вот такой синдром гипергидроза может иметь фактор такой нейрогуморальный, то есть это или гормональный, это может быть связано с климаксом и вашей реакцией организма на климакс. Это может быть психологический фактор, то есть это стресс, который вызывает у вас вот такое вспотевание, гормональное вспотевание. Что нужно с этим делать? Ну, давайте рассмотрим оба фактора. Первый — начать принимать препарат Климактерикс моей компании по 2 таблетки 3 раза в день. Препарат нон-экзантемин по 2 таблетки 3 раза в день. Ну и в случае, если это психический, то можно попить корень валерьяны или попринимать мой препарат, который называется Пастовит, или другое название Серантал, по 2 таблетки 3 раза в день. Итак, для того, чтобы убрать вот такие вспотевания, необходимо, можно еще тест-стоп. Итак, тест-стоп 1 таблетка 3 раза в день, Климактерикс 2 таблетки 3 раза в день, нон-экзантемин по 2 таблетки 3 раза в день, Пастовит по 1 таблетке 3 раза в день. Гульнара Амарбаева. У сына расширенные миндалины, рыхлые. В случае, если у ребенка рыхлые миндалины, это говорит о том, что ребенок хронически болеет, хронически имеет инфекцию в пробках миндалин, гланд. Что необходимо с этим делать? Первое, необходимо выполаскивать. На 1 стакан воды 1 столовая ложка перекиси водорода.
извиняюсь, на 1 стакан воды 1 чайная ложка перекиси водорода. Второй вариант, самый гуманный, по моему мнению, это использование моих сосательных таблеток, которые называются Лизам, поможет горлу вам. Их необходимо рассасывать на протяжении дня 2, 3, 4 раза в день. Также принимать Лизам вовнутрь по 2 таблетки, запивая водой. Также начать принимать чай, который называется железняк. 1 столовая ложка на 2 стакана воды. Пить такой чай я рекомендую всем абсолютно в семье, так как он восстанавливает деятельность желудка, восстанавливает деятельность поджелудочной железы. Очень заметно улучшает общее состояние и носоглотки, и горла. Одним из эффектов данного приема, данного вещества является исчезновение папиллом, бородавок, всевозможных кандиломок и так далее. Очень рекомендую. Людмила Данилова. Внуку 13 лет, заикается с 5 лет. Какова может быть причина и как с этим расстаться, излечиться? Буду очень благодарна за ваш совет. Заикание это может иметь психологический фактор и неврологический. В случае, если психологический, можно избавить ребенка от заикания с использованием гипносессии. Это поможет вам сделать врач-гипнотерапевт или гипнолог, который обычно есть в психиатрической клинике. И второй, можно ко мне обратиться, я помогу такому ребенку. И второй вариант, это обычно одной гипносессии хватает для того, чтобы ребенок полностью избавился от этого всего. Есть второй вариант, как в домашних условиях убрать у ребенка заикание. Когда ребенок вечером ложится спать и засыпает, его необходимо разбудить. После этого сказать: все в порядке, ложись, спи, все хорошо. После того, когда он засыпает второй раз, вновь его очень мягко разбудить. Сказать: как дела, зайчик? Он скажет: хорошо, ну ложись. И так сделать несколько дней подряд. Вот в случае, если у него заикание связано как раз вот с психическими состояниями, вот такой способ поможет. В случае, если это с неврологическими, то поможет, наверное, народный способ. Это использование корня пищевого щавля. Берется пищевой щавель, очищается корень, вымывается, перемалывается, высушивается и заваривается. 1 чайная ложка на стакан воды, ребенок пьет там 2-3 раза в день. Также увеличение употребления цинка и магния. Можно купить пищевую добавку магний-цинк и давать ребенку. В нашей компании есть препарат, который называется кальций, магний, цинк. Его можно принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Хабюк Валентина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Холодные руки и ноги. Пила Мумиё ТФ. Пока не помогло. Что можно попить из ТФ? Холодные ноги и руки может быть следствием невроза. Как раз вот в случае, если у вас Мумиё не делает вас теплой, то вам необходимо начать принимать не Мумиё, а начать принимать итак. Первый препарат КФС. 1 таблетка 2 раза в день. Вечером перед сном, утром натощак. Второй препарат ЛСС. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Третий препарат L-триптофан. 1 таблетка 3 раза в день. Все это в комплексе нагреет ваше тело. Также больше жирной пищи. Там кусочек сливочного масла на ночь. У папы сильно болят ноги. Посоветуйте, как избавиться от этого. В случае, если у папы на лицо видно ожирение и ноги болят и синеют, особенно кончики пальцев, особенно ноготь врастает и очень болит, это говорит об артериосклерозе нижних конечностях. И необходимо в комплексе решать проблему, изучив его все-таки эндокринный статус, определив, не является ли он, нет ли у него диагноза сахарный диабет 2 типа. И начать принимать, допустим, препарат метформин или глюкофаж, там, который назначит эндокринолог, совместно с лечением полинейропатии. То есть начать принимать препараты альфа-липоевой кислоты 1 грамм утром натощак и 1 грамм перед самым приемом пищи, когда человек голоден, в вечернее время. Все остальное время полностью устранять углеводы, убрать алкоголь, убрать колбасные изделия, копченые.
Ну и принимать, соответственно, препараты для похудения. Это жирстресс, глюконорм, гликоцитрохромин, вот такое. В случае, если они болят у него в виде болей под коленом, возможно, там формируется киста Бейкера, это заболевание узла венозного тока. Принимать препарат легкохудай рутин. В случае, если болят колени или стопы, это может быть подагрическое заболевание. Принимать препарат подагрин, депосалт. Принимать препарат уролиз, манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. В случае, если болят у него тазобедренные суставы, применять мазь артрозиновая и принимать препарат артрозин. В случае, если у него болят где-то один сустав и он очень нервозно болит, это скорее всего артрит, и воспаляется при этом, необходимо принимать препарат артридикс по 1 таблетке 3 раза в день, сам сустав смазывать мазью габана. Вот так все сложно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Принимала L-триптофан, состояние намного улучшилось, сонливость ушла, очень хорошо помогает кальций, магний, цинк. Принимала судороги ног, прошли. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, лечение кисти почки. Наверное, вы имеете в виду не кисти почки, а кисты почки. То есть у вас, видимо, на почке киста. На почке киста всегда формируется на фоне почечной недостаточности. Для того, чтобы заставить почку работать более активно, необходимо принимать препарат уролиз манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день, ринокс по 2 таблетки 3 раза в день, прокмарти 2 таблетки 3 раза в день, альбикан по 2 таблетки 2 раза в день, и терпентиновый бальзам 1 чайная ложка 2 раза в день. Также увеличить количество употребления жиров и уменьшить количество употребления белков. Каждый вечер хочется пить бутылочку пива. Что не хватает организму мою? Просто уже страшно, вдруг стану алкоголичкой, не дай бог. В пиве больше всего находится хмеля, который успокаивает нервную деятельность. И в нем находится калий, собственно, который... Если рассматривать полезные микроэлементы или компоненты, которые находятся в пиве, это калий, который является вазодилататором, то есть в случае, если у человека высокое давление, он выпивает пиво, то происходит процесс расширения сосудов, то есть происходит процесс расслабления. Ну и второе, происходит процесс попадания хмеля в организм или экстракта хмеля, что приводит к общему состоянию спокойствия. Как можно достичь такого же состояния? Калий находится в препарате манкулит 1 чайная ложка на стакан воды, а препарат с высоким содержанием хмеля сирантал. Таким образом, 2 таблетки сирантала и 1 стакан холодной воды с 1 чайной ложкой манкулита, это то же самое, что 1 литр пива, соответственно. Но при этом на второй день нет отеков, человеку неплохо, он себя хорошо чувствует. По поводу пива хотелось бы несколько слов сказать об опасности светлых сортов пива, потому что скоро начинается Октоберфест, как известно, а это время, когда очень много людей добровольно травятся и заражаются непонятными заболеваниями. Они, конечно, понятные, но они такие, которые вслух не произнесешь, стыдные. Именно поэтому хотелось бы сказать, что отдавайте предпочтение темным сортам пива. Я считаю, что есть гуманные и человеческие сорта пива, которые могут помочь человеку быть здоровым и даже улучшить иммунитет и психическое состояние человека. На первое место я бы поставил все-таки пиво Гиннес черного цвета. Во-первых, углекислый газ в этом пиве заменен на азот, который необходим для сердечной деятельности и общей мышечной деятельности. Второе, в этом пиве не присутствует консервантов. И фактически это черное пиво, оно с высоким содержанием калия. Поэтому небольшое количество, 1 стакан такого пива на ночь с успехом выведет все камни и песок из ваших почек уже к обеду или к вечеру следующего дня. Вот такое пиво, оно достаточно гуманное. Я, насколько знаю, в некоторых странах его назначают даже при заболеваниях сердечной деятельности и при заболеваниях нервной деятельности и там почечной недостаточности. Ну, наверное, нет все-таки.
Пиво при почках лучше не пить. Но при определенных заболеваниях, иммунном дефиците, вот назначают взрослым небольшой стаканчик такого пива даже, даже в условиях стационара. Это Голландия, по-моему, там. Если человек каждый день пьет бутылочку пива, это говорит о том, что он не может сам по себе сбросить состояние стресса. В случае, если это делает женщина, в этом страшного ничего нет. В случае, если мужчина, страшное есть. Почему? Высокое содержание хмеля и высокое содержание консервантов, которое обычно заложено в этом пиве, может подавлять выделение тестостерона. А тестостерон необходим мужчине, потому что это гормон его либидо. То есть у человека должно быть постоянно желание чем-то заниматься, желание или влечение должно у этого человека быть. Именно поэтому это снижает, в дальнейшем формирует появление женских гормонов, прогестерона. И это может привести к изменению формы тела мужчины в сторону женского типа. Что я часто наблюдаю, кстати. Что, висим? Нет. Висим, да. Сейчас, извините. Сбуга Арт. Андрей Андреевич, живу в Голландии. Можно ли заказать препараты и где посмотреть о них, почитать? Заранее спасибо. Прямо сейчас я напишу вам ссылку и сброшу во время этого сайта. Мой сайт. А мы не можем ссылку сейчас вывести на экран, Данила? Вот прямо сейчас я сброшу ссылку на покупку препаратов моей компании. Сайт aduiko.com. Вот я отправляю ссылку прямо в этот чат. И ее сейчас прикреплю сверху. Вот сообщение закреплено. Вот это сообщение, которое я закрепил, на нем указан сайт aduiko.com. Это сайт, где вы можете приобрести препараты моей компании. Обнаружили кисту в селезенке, аж 5 сантиметров. Какие причины могут быть? Скорее всего, будет операция. Вообще кист у меня много, тотальный поликистоз, поджелудочной печени тоже есть. В случае, если у вас формируются кисты и новообразование доброкачественного содержания, то есть вы уже сдали, допустим, анализ там, пируваткиназа тумор М4, и он показал у вас там низкое количество, низкий показатель, то это говорит о том, что, скорее всего, злокачественного процесса в вашем организме не имеется. И вам можно просто устранять, не торопясь, эти кисты. Кисты — это обычно синдром папилломавируса. То есть синдром папилломавируса обусловлен, это синдром герпеса. Синдром папилломавируса как раз обусловлен тем, что у человека появляется кистообразование в разных местах. И второе — это синдром Эпштейна-Барра, который обусловлен тем, что появляется новообразование носоглотки, новообразование там, желудка, может быть там новообразование маточные и так далее. Есть в традиционной медицине есть исследования, которые вот на 100% доказывают, что устранение папилломавируса можно даже без использования препаратов, там, ацикловиров или препаратов иммуномодулирующих каких-либо. Это использование экстракта железняка. Я очень рекомендую, это действительно очень уникальный препарат. Покупаете чай-железняк в моей компании и пьете. 1 столовая ложка на стакан воды 3 раза в день. Внешние папилломы, бородавки, родимки, внутренние миомы, папилломы и так далее. Все это после применения от месяца до 90 дней полностью исчезнут. Ну и хорошо было бы принимать это совместно с препаратом ГВИ. По 2 таблетки 3 раза в день. И препаратом, улучшающим иммунитет, который я очень рекомендую людям с иммунной депрессией или с недостаточностью иммунной. Это препараты такие, как Инстамакс, Эмбрио Плюс. По 2 таблетки 3 раза в день.
Андрей Андреевич, против папиллом пить чай, железняк или таблетки? Есть ли разница? Я все-таки за чай. Я думаю, что чай все-таки лучше. Количество действующего вещества, которые в чае. Почему? Дело в том, что когда мы получаем экстракт растения, то он имеет свою определенную активность. И когда эта активность, допустим, мы получили экстракт из железняка, и у него активность, допустим, там 15 тысяч единиц. Через 3-4 дня активность 15 тысяч единиц может быть активностью 2000 единиц. И уже там через 10 дней может быть активностью еще более низкой. Именно поэтому мы добавляем либо там хлорид натрия, либо аскорбиновую кислоту, либо какой-либо консервант. Ну, консерванты не добавляем на самом деле. Для того, чтобы сохранить вот эту активность. И могу сказать, что скорее всего, когда мы завариваем чай, то если вы его сразу выпиваете, то эффект может быть больше и гораздо ярко выраженный, чем применение экстракта в таблетке. Поэтому, если выбирать чай или таблетку, я все же за чай. Просто чая много не выпьешь разного, а вот таблеточек можно разных. Здравствуйте, красная прожилка на гланде одной при простуде у ребенка появилась. Как лечить? Ничего в этом страшного нет, это совершенно безопасно, совершенно. После того, когда ангина исчезнет или когда перестанет воспаляться гланд, само по себе исчезнет. Рекомендую препарат Гемортан и Лимфонорм. Лимфонорм 1 таблетка 2 раза в день, Гемортан 1 таблетка 3 раза в день. Могу ли я приобрести препарат ЭТФ по карте МИР? Да. Спасибо большое за советы. Чем лечить полипы кишечника? Аналогично, как общие полипы. Принимать ГВИ, чай, железняк. Порекомендуйте, что делать у дочери на локтях какое-то образование шишечками. Это какое-то нарушение в организме. Я боюсь вас просто очень, напугать, но это может быть и экзема, это может быть нейродермит, ну и это может развиваться псориаз. То есть это все аутоиммунные заболевания на фоне снижения иммунитета. И что необходимо делать? Можно применять мазь, вернее можно принимать препарат Instamax, Эмбрио Плюс, а смазывать бальзамом изотоновым. В случае, если какие-либо препараты, о которых я говорю, вы их не можете найти на моем сайте aduiko.com, то вы можете обратиться за поддержкой к оператору, который находится на нашем сайте постоянно. Обращайтесь к операторам сайта, они помогут вам прямо сейчас выбрать те препараты, о которых я говорю вслух, для того, чтобы не затруднять себя поиском данных препаратов. Ну, так будет легче. После применения трибетина остается послевкусие дегтя. Так должно быть? Да. После альфа-липоевой кислоты щемление во рту? Да. И одно и другое правильно. После применения альфа-липоевой кислоты может быть ощущение кислоты во рту и цинка такого. После применения трибетина ощущение дегтя. И в первом и втором случае это все совершенно безопасно. Все в порядке. Есть ли какие рекомендации из ваших препаратов для больного болезнью Бехтерева? Молодой человек, 47 лет. Смазывать верхнюю часть и нижнюю часть позвоночника препаратом Габана. Также применять препараты Демилон, Инстамакс, канцерамидин, Эмбрио Плюс по 2 таблетки 3 раза в день. Далее принимать препарат Дия и Метикс. Дия 10 капель на ложку воды 2 раза в день. Метикс 1 чайная на стакан воды 1 раз в день. Уважаемый Андрей Андреевич, помогите. 7-й день коронавируса. Слабые, пониженные лейкоциты, лимфоциты, температура скачет 37-36. Врач назначил цинк, витамин Е, восковую моль и аспирин. Врач молодец. Он делает все согласно лечебному протоколу. Итак, первое, что необходимо вам сделать. Вы должны пойти в аптеку и купить препарат Гропринозин. Принять необходимо по 1 таблетке на 10 килограммов вашего веса. То есть, если у вас там 100 килограмм, вот вам, соответственно, нужно принять 10 таблеток. Сегодня это необходимо сделать и завтра. Также начать принимать, врачу не говорите, антибиотик аугментин.
1000 миллиграмм или 1 грамм утром и вечером по одной таблетке 2 раза в день. Препарат аугментин принимать 7 дней. Смотрите, принимая препарат аугментин, вы избавитесь от заболевания и пройдете его ровно. Заболевание не продлится больше 10 дней. В случае, если вот то назначение принимать, которое назначил врач, у вас будет заболевание длиться от 14 дней и дольше. Непонятно с какими осложнениями. Именно поэтому не слушайте никого, принимайте аугментин, принимайте гропринозин. Гропринозин только 2 раза нужно принять, сегодня и завтра. Также, если есть возможность, приобретите мой препарат Лизам и Инстамакс. Инстамакс принимать по 2 таблетки 5 раз в день, Лизам принимать по 2 таблетки, рассасывая, ну, чем дольше, тем лучше, чем чаще, тем лучше. Также есть препарат у меня грипп депо, слышите, грипп, а ковид это грипп. И антиангин по 2 таблетки 3-4 раза в день. Подскажите, пожалуйста, тяжесть в голове, кружение в глазах после тяжелого криза, невроз, чем может помочь прийти в норму? Поставит, не помог. Принимайте LCC, новый препарат, 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. L-триптофан по 2 таблетки тоже 4 раза в день. Препарат Серонтал по 2 таблетки 3 раза в день. И антибиотик Мофлакса, принимать его. Я такого антибиотика не знаю, сейчас скажу. Мофлакса. Моксифлоксацин. Нет, принимайте аугментин. Вот говорю вам серьезно. Не надо моксифлоксацин. Так, сколько у нас идет уже? Сколько мы уже в эфире? Данила, сколько мы в эфире сейчас находимся? На этом будем заканчивать мой прямой эфир. Я очень рад, что у вас получилось задать мне вопросы. На все вопросы дополнительно вы можете, все дополнительные вопросы вы можете задать нашим операторам сайта. Большинство операторов сайта имеет высшее медицинское образование и могут вам помочь подобрать для себя правильный, с нашей точки зрения, курс лечения. С Дуйко жить всегда легко, быть здоровым легко. Именно поэтому я бы хотел, чтобы для того, чтобы участвовать в дальнейших таких вебинарах, вы должны подписаться на мой канал, и я буду стараться для вас в дальнейшем отвечать на вопросы и чаще выходить в прямой эфир вот с такими вебинарами. Также свои вопросы вы можете задать прямо в комментариях под данным видео после его окончания. И я постараюсь вам ответить на несложные вопросы. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. До свидания. Оставляйте свои комментарии. Будьте здоровы, не болейте, следите за собой. Сегодняшний разговор был о сезонной аллергии, о заболеваниях артрит, о заболеваниях сахарный диабет 2